Вітаю вас! Я Світлана, і ви потрапили до мене в сад. Сегодня приглашаю вас полюбоваться моими раннецветущими лилиями, которые уже отцвели. Покажу сорта и кратко расскажу о каждой из них. Махровым и те, что еще не зацвели, мы полюбуемся позже. Самыми первыми в моем саду зацветают темные лилии. Мапира, я ее покажу позже. И вот эти безвестные лилии, которые я купила с рук. Продавала женщина красивые букеты и сразу же продавала луковицы. Я купила белые и ярко-оранжевые. Как оказалось, я не прогадала. Лилии очень мне нравятся. Во-первых, тем, что высокие плотные стебли у них. Во-вторых, потому что аромата сногсшибательного у них нет. Вот так вот они цветут одновременно. Видите, мапира и белые и оранжевые лилии. Оранжевые, кстати, дней на 5 чуть позже расцветают. И третье, чем они мне нравятся, они очень много дают деток. Вот такая оранжевая. Высокий плотный стебель. У меня уже на каждом соцветии по 5, по 8, по 10, видите, бутонов. Лилиям 3 года в моем саду. Очень долго держит цветок. И не ароматные, такого сильного запаха по саду нету. Посажены у меня и массивами, и в аллее с кипарисовиками белые. Сейчас я вам скажу, очень интересный прием. Тут по несколько штук, такой прямо как лилиевый лес получается из белых и оранжевых. И в аллее с кипарисовиками ивоны посажены как солитеры. И эти солитеры, видите, какой высокий длинный стебель. Притягивает взгляд на ярко-салатовом фоне. Еще я хотела сказать, что лилии одиночные надо сажать именно те сорта, которые крепко держат свои побеги, свои цветы. Чтобы оно у вас не завалилось. Есть некоторые лилии, которые могут упасть, поломать. И третье, чем мне нравится этот сорт лилий, который я не знаю, тем, что они очень стойко держат и дождь, и солнце, и очень долго стоят в срезке. Я составляю букеты, цветные какие-то лилии белые. Мне вообще белые цветы в саду очень нравятся. Они делают сад праздничным, нарядным, таким парадным. Лилии сами по себе эти, видите, высокие, статные такие. И у меня уже они разрослись. Я уже даже дарю луковицы эти, когда осенью пересаживаю, рассаживаю. Ну и следующая белая лилия, это лилия Логибрид White Triumph. Это трубчатая лилия, которая также освежает очень и украшает сад. Немножко у нее форма другая. Вот рядом их можно посмотреть. Они немножко отличаются. Размер цветка где-то до 20 сантиметров. У трубчатых лилий вообще они не сильно такие огромные. И лилия не ароматна. Следующая лилия, которую хотела вам показать, это лилия Логибрид Кали. Высокая, красивая лилия с нежным ароматом, белая, и по центру в глубине цветка такое как перламутровое свечение розовое, как жемчужный цвет у этой лилии. Тоже очень высокая, крепкая лилия. И они у меня тоже деток много дали, но они еще небольшие.
не такая обильная она на потомство, как предыдущая лилия. Большие тычинки, размер цветка до 20 сантиметров. Лилия ориентальная виртуоза. Красивый восточный гибрид, розово-белый, с крапом с таким. Красиво по ветру колышется тычинки. Цветок у нее 20-22 сантиметра, немного ароматный, но аромат такой приятный, нежный. Что еще у этой лилии красиво? То, что у нее немножко гофрированный, видите, лепесток по краю. Темный краб. Лилия хорошо стоит в срезке. Она у меня, правда, еще не очень сильно наросла. Такие цветоносы не с большим обилием цветов, а по 2, по 3. И в этом году из-за жары они быстро вообще-то отцветали. Но лилии с таким крапом и в центре как небольшая бахрома прямо по лепесточкам, если видно тут на видео. Вообще такие лилии, как и предыдущая кали, и это виртуоза, и белые, оранжевые, очень красиво в срезке стоят. Ну, наверное, все лилии в срезке красиво. Ну и вот, похоже очень на нее, лилия ориентальная мускадет. Я ее в прошлом году вам показывала. Она более выраженная по цвету была, а в этом году жарко. Хотя они наросли и уже на одном цветоносе, не 2-3. Вот это вот прошлого года съемка. Тут по 3, по 4 цветочка, а в этом году уже с десяток. Но быстрее отцветают. У нас температура бьет все рекорды. Было 40 с плюсом. Не успеваем поливать наши цветы. Аромат у нее тоже нежный. У этой лилии не сногсшибательной. Эффектно смотрится. Она в букетах самодостаточная лилия. Эти лилии, чем отличается, их надо, если сильно холодно, морозостойкость до минус 15, прикрывать лапником или чем-то, чтобы они не перемерзли луковицы. Небольшая морозоустойчивость. Ну и следующая очень красивая лилия. У меня она молодая. В прошлом году не дали цветов, просто нарастала. Загора. Это очень высокая лилия гигант. Такие лилии называют. Даже один цветок, но у меня побеги почти 90 сантиметров. И вот тут аж попадали на пион. Рост большой, а самостоятельно еще стоять не могут. Можно только представить себе, если она будет заявленных 2 метров в высоту и с такими цветами. Вот у меня на каждом побеге по одному цветку только, такому очень большому. Цветок может быть до 25-30 сантиметров. Ну и лилия азиатская амапира, которая вообще самая первая вместе с теми белыми и оранжевыми лилиями расцветает и украшает мой сад сразу после роз. Розы заканчивают первое цветение, вот эти лилии открывают сезон. Лилия не ароматная, очень темная, в тени вообще такая, как с чернотой отлив. Ее можно и в срезку, и можно просто в саду. Для срезки очень длинные побеги. У меня больше 1,20 м были. Вот тут на видео видно, я вам показывала уже в каком-то видео. Красиво вообще лилии по несколько штук смотрятся букетами такими. Одиночная она не так эффектна. Нарастает, я бы сказала, не сильно. Быстро. То есть на следующий год у вас там 20 цветков не будет. В первый, ну, смотря еще от разбора луковицы, конечно, какой. В первый год 1-2 цветочка, на следующий 4-5.
более медленно, но деток дает сразу. В первый же год у вас будут уже маленькие детки от нее. Тонюсенькие такие они, и луковки небольшие, но цветы уже будут и на следующий год у них. Крепко держатся, стоят, красивая лилия. Ну и захотелось мне каких-то необычных лилий. Это Stracciatella Event. Такая азиатская красавица с непонятным окрасом, темно переходящий в светлый. Лилия на тоненьком побеге. Она у меня первый раз цветет. Опять же был разбор маленький куплен. И сами лилии такие, как просто очень хрупкие смотрятся. Но вот эта чернота, она темнее даже серединка, чем у мапиры, прямо черная. А по краю лепестков такой светло-кремовый. Держит цветок долго, цветы не ароматные. Ну, сказать еще больше я не могу, как она нарастает, как дает потомство, в срезке как стоит, потому что я их и не срезала еще, я над ними ходила, разглядывала, заглядывала. Сами цветы у нее небольшие, до 15 сантиметров, их где-то по 3, по 4, вот она мне выдала в этом году. Цветы немножко отличаются. На одном больше белого, на другом меньше. И темнота цветка серединки зависит от света. Солнце попадает, она немножко с таким бордовым отливом, не с черным. В тени черная. Ну и очень похожая на нее лилия, как захотелось, говорю, как мне таких лилий Танго Хат Баланс. У нее выражено больше кремового у этой лилии, меньше крапа такого темного, с фиолетовым, с таким пурпурным крапом. Цветок чуть больше, я бы сказала, где-то 16-18, лепесточек заостренный, аромат очень слабый, почти нету. Но они очень похожи с предыдущей лилией. Единственное, больше кремового такого медового оттенка у нее. Цветов дала немного, деток еще немного. Цветут они только первый год у меня. Поэтому так показать огромными большими букетами я не могу. Следующая лилия азиатская, Морфа Пинк. Небольшой темный краб. Побег у нее тоже такой, кажется, что тоненький. Цвет розовый, не яркий, как припыленный розовый. Шикарно смотрится из-за вот такой нежной окраски. Комбинация темного крапа и нежно-розово-пыльного красиво. До 15 сантиметров цветочек. По высоте они тоже не такие огромные, не лилии-гиганты. Метр 20 будут. Красиво посадить букетом. Я в этом году немножко неправильно сделала. Я сажала уже лилии эти осенью и не помнила, где у меня нарциссы, где лилии. И пораспределяла по 2-3 так вдоль бордюра, дорожки. Осенью их буду пересаживать. Красиво на фоне барбариса смотрится, колонновидного акцентирует. Вот там один цветок у меня, тут 3, там 2. Я прошла, ленточки на них позавязывала. Надо будет не забыть осенью рассадить их в один большой букет. Еще одна моя рослая красавица, лилия нимфа. Высокий цветонос, крепкий. И на нем у меня тоже по 2, по 3 цветка. В основном цвет у нее белый и такие малиновые, как мазки по центру темнее, а к краям как разводами такими. Пыльники у нее, тычинки очень крупные. И лилия
слегка ароматно. Я не знаю, я ее на срез домой не ставила, как она дома себя будет сильно ароматная или нет. Ну, я вообще домой ароматные лилии не очень люблю ставить, чтобы голова не закружилась. У лилии лепестки большие, в два ряда, 3 по 3. э, Серединка немного салатового цвета. Высота самой лилии заявлена 1,20 м, 1,40 м. Но оно, наверное, так и будет. Лилия нравится. Ну, а это лилия гибрид Pink Планета. Мы ее часто видим в моих видео. Это трубчатые свисающие лилии, как колокольчики, так наклоняются и колышутся на ветру эти колокольчики. Высота этой лилии заявлена 1,20 м, но у меня немножко больше, посажены букетным способом по несколько штук в акцентном месте. Чтобы рассмотреть их, надо присесть или наклониться. Цветок где-то 15-18 сантиметров, но не больше. Довольно крепкие, стоят у меня без опоры. Лилия ароматная. Аромат чувствуется в основном вечером. Такого парфюмированного, какого-то дорогого масла. Приятный аромат, но домой я их тоже еще не на срезку не ставила. Мне нравится по участку ходить, любоваться. Дома летом мы бываем реже, чем на улице, поэтому я их не срезаю. Лилия это настолько понравилось, что я в этом году заказала из этой же серии немножко другую. Будем любоваться ей в следующем году. По окрасу другая, по форме такая же из этой серии. Тоже планета, только другая. Ну и рядом с этой лилией Pink Planet у меня растет лилия лагибрид Pink Brush тоже. Розовая с крапом. Чем мне эта лилия нравится. У нее цветок где-то 15-18 сантиметров, так я вам рассказывала, нашла я это название этой лилии. Очень-очень потомства много. Настолько много, что я уже такими куртинами по 5-7 лилий порассаживала в 3-4 местах. И возле Хупси у меня уже растет. Одну большую луковицу брала, 2 поменьше, и везде красиво смотрится вот как раз с белыми на контрасте. У нее небольшой краб, но очень много бутонов на одном цветоносе. Больше 10. Высокая, крепкая. Лилия слабо-слабо ароматная. Ну, это кому как по аромату, я не знаю. Зимостойкая, я ее не укрываю. Посажена, видите, и солитером, и букетами. Букетами, конечно, все лилии красивее. То есть в одну посадочную яму много луковиц. Ну, у меня уже много луковиц во многих местах. Наклоняться не надо, чтобы ими полюбоваться. Ходишь и прямо вот так вот рассматриваешь. Видите, по сравнению с Pink Planet, они почти одинакового роста. Где-то около метр 10 такие. Но в другом месте, возле Хупси, они у меня намного выше. Как и все лилии, сажаю я на солнышке. Ну и обязательно полив лилиям надо. Перед цветением я плантафолом 10-54-10, чтобы такое красивое цветение у них было. Дождь лилии все держат отлично, цветок не портится. Красиво смотрится на фоне хвойных, на фоне древовидных гортензий. Я их сажала, была у меня попытка среди роз. Мне не понравилось. Розы сливаются с лилиями, и толком нельзя полюбоваться красотой именно лилий. Поэтому
Я рекомендую сажать все-таки на фоне каких-то зеленых растений, чтобы не отвлекался глаз от именно цветка. Ну вот эту лилию, она мне очень понравилась. Цветет у меня первый раз, пурпурный такой, темно-малиновый, но название я найти еще не смогла ее. Где-то она у меня пропала. Эта красотка цветет первый год. Лилия не ароматная. Цветок смотрит вверх, большой, где-то до 20 сантиметров. Очень красиво в букетах. Найду название, обязательно вам расскажу. Ну что, на сегодня, наверное, про лилии я вам больше рассказывать не буду. Зацветает еще много новых, будут махровые. Поливаем, как получится. Мы поливаем и ночами. Сами знаете, по каким причинам это происходит. Но стараемся, чтобы цветы украшали наш сад и радовали. Задавайте свои вопросы про лилии, не про лилии под этим видео. Я вижу их сразу, потому что комментарии и вопросы, которые под другими видео уходят у меня в ленту, и я их могу потерять. Всего хорошего!